Солнце Калахари безжалостно палило над равниной, заливая выжженную саванну потоками ослепительного света. Воздух дрожал над землей, будто сама пустыня тяжело дышала от жары. Вдали колыхался маревом горизонт, и идущие по равнине силуэты антилоп казались призрачными, почти нереальными. Среди них, под защитой стада, шел молодой антилопенок по имени Мара. Она только недавно научилась уверенно стоять на ногах и теперь с неподдельным интересом исследовала окружающий мир. Стадо двигалось неспешно, следуя знакомому пути, от одного пересохшего русла к другому. Они были осторожны, чутко прислушивались к каждому звуку, улавливая малейшие колебания воздуха. Главой группы была старая и опытная самка по имени Сени. Ее гибкие движения и внимательный взгляд внушали уверенность. Мать Мары, зрелая и заботливая антилопа по имени Лира, шла рядом со своей дочерью, время от времени касаясь ее мордой, направляя и успокаивая. Но любопытство Мары оказалось сильнее материнской заботы. Пока взрослые паслись у зарослей сухого кустарника, она заметила яркую птицу, лилового турако, порхающего среди колючих ветвей, и, не удержавшись, побежала за ним. Сначала она просто чуть отошла, потом увлеклась и незаметно оказалась все дальше от стада. Ей все вокруг казалось невероятно интересным. Стрекот кузнечиков, жужжание жуков, щебет ткачиков. Мара подпрыгивала, выбивала копытцами песок, пугала мелких ящериц и радовалась жизни так, как может радоваться только дитя, не ведающее опасности. Тем временем в стаде возникло беспокойство. Лира подняла голову, насторожилась, громко крикнула, призывая дочь. Ответа не последовало. Она издала еще один крик, теперь громче и тревожнее. Остальные антилопы подняли головы, прислушались. Сени двинулась ближе, втянула воздух, улавливая запахи. В воздухе витала тревога. Тем временем Мара оказалась в незнакомом месте. Трава вокруг стала гуще, а тени — реже. Даже ветер стих. Она остановилась, подняла голову, прислушалась. Ее слабые, но настоящие инстинкты подсказывали — нужно быть настороже. И тогда она заметила движение. Из травы, словно живые тени, начали появляться гепарды. Их было не меньше 4. Стройные, гибкие, с блестящей шерстью, усыпанной черными пятнами. Они шли бесшумно, слаженно, медленно, как единое существо. Их глаза сверкали янтарным блеском, в них светился голод. Мара застыла. Ее сердце забилось чаще, дыхание стало прерывистым. Она не знала, что делать, но внутри проснулся инстинкт бегства. Один из гепардов поднял голову, крупный самец, и, не отводя взгляда, сделал шаг вперед. Остальные обошли с флангов, рассыпаясь полукругом. Мара рванулась. Песок взметнулся клубами, земля дрожала под легкими копытцами. Она бежала как могла, петляя между редкими кустами, но гепарды были созданы для скорости. Один из них метнулся, почти касаясь ее тени, и промахнулся. Второй сделал рывок, и воздух свистнул рядом с ее боком. Она бежала, пока хватало сил, пока не почувствовала, как сердце колотится в груди, как будто готово выскочить. И вдруг что-то полоснуло по боку. Когти. Мара вскрикнула пронзительно, отчаянно, но не упала. Она сделала еще несколько прыжков и замерла, обессиленная, едва стоя на ногах. В это время Лира уже мчалась сквозь саванну. Ее зов перекрывал ветер. Она чувствовала, где находится дочь, словно невидимая нить связывала их. Каждое ее касание земли было как удар барабана. Стадо осталось позади, но Сени направила 2 самцов следом. Она знала, что в этих краях охотятся гепарды. Лира неслась, почти не разбирая пути, ее дыхание сливалось с ритмом земли. Мара стояла, дрожа, не в силах бежать дальше.
Гепарды начали сближаться, сжимая кольцо. Один из них, молодая самка, обошла сзади и уже приготовилась к прыжку. Но в этот момент из-за холма, словно сама буря, появилась Лира. Она бросилась вперед, низко опустив голову, и ударила ближайшего гепарда грудью. Тот отлетел в сторону, издав рык. Остальные разом обернулись. Лира встала между Марой и хищниками, дрожа всем телом, но не двигаясь. Ее глаза сверкали, уши были прижаты, мышцы напряжены. Она топнула копытом, взбивая пыль, и громко фыркнула. Гепарды зарычали. Они делали короткие выпады, но каждый раз Лира резко отбивалась, заставляя их отступить. Ее крик эхом прокатился по равнине. Зов, полный ярости и страха. Его услышала Сенни. Она повела остальных, и через несколько минут над саванной пронеслось гулкое топотание. Из-за пригорка показались остальные антилопы. Взрослые самцы, молодые самки, подростки. Они двигались быстро, слаженно. Земля дрожала под их ногами. Гепарды замерли, оценивая обстановку. Стая антилоп выстроилась полукругом, закрывая Лиру и Марию. Самцы топали копытами, швыряя песок. Сенни вышла вперед, наклонила голову, готовая к удару. Гепарды начали отступать. Их глаза метались, хвосты подрагивали, но решимости больше не было. Голод боролся с инстинктом самосохранения. Они сделали еще пару ложных движений, а затем растворились в высокой траве. Тишина вернулась, нарушаемая только дыханием уставших антилоп. Лира подошла к дочери, коснулась ее мордой, мягко облизала рану. Мара дрожала, но уже стояла увереннее. В этот момент вдалеке раздался гул мотора. Из-за зарослей акаций выехали машины службы заповедника. Люди действовали спокойно, заглушили двигатели, чтобы не тревожить животных. Один из сотрудников, ветеринар по имени Тобо, уже не раз бывал в этих местах. Он осторожно вышел из машины, держа аптечку. Сенни, заметив людей, не проявила враждебности. Она знала их запах. Лира позволила Тобо подойти ближе. Он быстро обработал рану Мары, наложил повязку и сделал укол. Все это время мать стояла рядом, касаясь дочери мордой, будто говоря: «Все хорошо, ты в безопасности». Когда люди уехали, солнце уже клонилось к закату, небо окрасилось в медно-красные тона, воздух стал прохладнее. Стадо еще долго стояло на месте, прислушиваясь к далеким звукам саванны. Лишь когда тени стали длиннее, они медленно двинулись дальше, к редкому водоему, где еще оставалась влага. Мара шла рядом с матерью, прихрамывая, но с гордо поднятой головой. В тот вечер Калахари стала свидетелем того, как даже самое юное создание может проявить храбрость и силу духа. В ней проснулся древний инстинкт выживания, заложенный предками, быстрыми, стойкими и гордыми. А рядом всегда была семья, надежная, сплоченная и готовая защищать друг друга до последнего вздоха. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.